Известно ли вам, что некий Netflix уже который год все пытается и старается обуздать могучую японскую индустрию аниме? Правда, ребятки из Netflix, видимо, не догадываются, что анимешники просто фетишизируют мультики, а на лайв-экшен адаптации им глубоко индифферентно. При том, что в самой Японии экранизации с живыми актерами, прикиньте, то есть настоящими людьми, тоже выходят, но как-то успехом тоже не пользуются. То ли потому, что в каждой такой адаптации происходит лютый кринж, то ли потому, что наоборот кринжа недостаточно, в аниме было больше. Ну и вот, Netflix все пытается найти такую планку качества, чтобы все остались довольны. И в том числе западный потребитель из Амурики, то есть. Удается ли им это? Если посмотреть большинство упоминаний Netflix, который экранизировал какое-то там аниме, сопровождается скорее негативом. Ну что-то как-то не нравится ребятам из страны восходящего солнца подход адаптаторов к их любимым мультикам. Netflix в этой ситуации, по-моему, вообще жестко насрать, кому там что нравится. Почему-то с каждым разом находятся все новые и новые проекты, которые спокойно продают права режиссерам на букву N. Хотя вроде уже и Тетрадь смерти вышла, и Ковбой Бибоп вышел, и только на третий раз с One Piece'ом что-то более-менее получилось, кому-то даже понравилось. И дальше они прогадали немножечко, надо было собранные деньги выводить, и больше за этот игровой стол не садиться. Но тут Netflix решил пойти ва-банк, и появился он, безумный азарт. Ну или точнее сказать, ставка. Блядь. Здесь прям с первых минут понятно, что авторы ну реально постарались, сделали адаптацию. Все сразу не как в оригинале. У главной героини, оказывается, есть какое-то темное прошлое, жесть. Но она пока ни о чем плохом не думает. Сидит чисто в картишке с преподавателем, рубится и даже не подозревает, что совсем скоро все изменится, вообще все поменяется. И жить придется иначе. Вот. В общем, директорша пришла, лудоманию осудила, жаль, учителя не уволила, но горемычную отчислили. Грустно. К счастью, здесь мы с вами можем проследить первые совпадения с оригиналом. Прикиньте, ее зовут Юмика, прям как это было в аниме. Вы если вдруг думаете, что это мелочь какая-то, то когда появится расхождение, поймете, почему я на этом так остановился. К слову, первое расхождение. У горемычной от Netflix есть опекун, то есть она не совсем безмамная. Ладно, забегая вперед, она не только безмамная, но и беспапная, потому что родители в свое время неудачно завели машину. ГГшка после такого не расстроилась, не унывает и все еще продолжает верить в то, чему мама учила. Мол, нужно в игры играть с удовольствием. И вот именно тогда будет нереальный фарт и везение. Ставь лайк, если ты тоже воспитываешь лудомана. Но вместе с тем у местной Юмика все равно есть какие-то амбициозные планы по отомщению и превращению жизни всех виновных и виноватых в сплошной негатив. То есть здесь персонажу прописали какую-никакую, а мотивацию. Тогда как в аниме вся экспозиция персонажа сводилась исключительно к гэмблингу и кривым рожам странной наружности. Да, друзья, вот те, кто досмотрел до последнего сезона и еще мангу читал, обязательно напишите в комментарии, что в аниме потом все поменяется. Мне искренне не безразлично ваше мнение, правда. Что до основного сюжета, Юмика наконец-то прибыла в ту самую академию, где все решают деньги и азартные игры. И ей предстоит познакомиться с местным мироустройством. В целом, здесь в сравнении с оригиналом ничего особо переделывать и мудрить не стали. Тоже какие-то детины, каких-то крупных бизнесменов, политиков и бывших выпускников лудоманят между уроками с возможностью проиграть собственные права. А учителя на это глаза закрывают, потому что им доплачивают. А мне нет. Исправьте это. Интересный факт. Netflix знает, что нужно его целевому зрителю. Поэтому первым делом, чтобы все поняли, о чем будет аниме, вот этот Райан, не Гослинг. Герой, между прочим, главный, проиграл себя. И теперь он табуретка. 10 из 10. Абсолютное кино. Думаю, детали внешности персонажа вам пояснять не нужно. Вы все и так прекрасно видите. И другие зрители тоже все увидели. Еще до выхода сериала, когда только первый трейлер вышел, там такие негодования в интернете разразились по поводу каста актеров. Кому какой пол поменяли, кто из какого племени родом. Вот это все. Но давайте так. Мы на протяжении всего видео будем игнорировать слона в комнате. Потому что сюжет — это тоже тот еще хихос. То есть в такой великолепной оценке на IMDb виноваты далеко не разнообразные актеры. Еще не меньше кринж — это даже не рокировки персонажей, а то, какие здесь всем подобрали костюмы. Тут реально прикол. Я если на Алике закажу себе костюм для косплея за 2000 рублей, он и то будет лучше выглядеть. А здесь, например, челом просто денег на маску нормальную не хватило, ну, либо коронавирус, я не знаю, блин. Но знаете, есть еще кое-что, связанное с внешностью актеров. Значит, смотрите. Вместо того, чтобы просто заменять вот этого персонажа на вот этого другого, не совсем похожего по Adobe RGB героя, авторы решили разделить оригинального горемычного на инь и янь. Поэтому есть
еще один главный герой по имени Майкл. Миша, значит. Но у ГГшки не только друга забиполярила, подруга тоже попала под шизоделение. Поэтому теперь вместо одной Мари есть другая Мэри. И еще подруга из общежития Блейк. Но мы люди русские, поэтому сегодня она будет Блаки. Ну, вы понимаете, да? Итого, вместо двух изначальных персонажей, друга и подруги, в сюжете стало целых 4 телохранителя главной героини, каждому из которых нужно уделить экранное время. И они все как-то должны помогать ГГшке, уберегать ее от опасного необдуманного гэмблинга. Но как им целой толпой это делать? И главное, зачем здесь такой квартет? Непонятно. В аниме, если что, с поставленной задачей эта пара статистов тоже не справлялась, но их теперь 4. Теперь вчетвером не будут справляться. Респект. Вам, наверное, интересно, а что ж там по сюжету? Да я не знаю, ничего, по-моему, вообще не происходит. Поэтому и решил вам рассказать про тяжелую судьбу разделения персонажей. Ну что, поиграли в игры, Юмика выиграла, Мэри проиграла, Райан больше не ручная собачка. А Миша просто рядом стоял, смотрел на все это. И потом еще Блаки шхонку свою окна уступила в знак уважения по доброте душевной. Все, буквально больше не о чем говорить. Потому что в отличие от аниме, где был какой-то саспенс, атмосфера, накал эмоций, здесь, как говорил один современный мыслитель, не накал, а кал. Снято все просто как говно какое-то. Монтаж дерганый, дел какой-то из ДВГшник. Во время игровой игры ничего абсолютно непонятно. Какие-то телодвижения происходят, карты дергаются, фишка крутится, но никакого интереса это не вызывает. Хотя, казалось бы, вот у Netflix когда-то выходило аниме такое «Ход королевы», где абсолютно идеи на скучные шахматы смогли нарезать так, чтобы была какая-то динамика. А тут наоборот. Изначально динамичный гэмблинг вообще не смогли. И вы прикиньте, все вышеописанные проблемы существуют при том, что над сценарием и дизайном персонажей в адаптации работали буквально автор и дизайнер оригинала. Я, конечно, не знаю, может авторы решили так пошутить над кем-то, типа прикол такой, ха-ха, произошел, но пока очень смешно, продолжайте. Это Сьюки, и мы будем перемывать свежие студенческие косточки. Вас интересует наша новенькая студентка? Она навела шороху, размотав бывшую участницу студсовета. У вас это не вызывает вопросы? Ну типа, все нормально? Какого записывает ТикТок в закрытой школе для политиков, где учат, как отмывать бабки? У них, может, какое-то соглашение о неразглашении должно быть, нет? Дом — это твоя семья. Самые влиятельные родом из дома Пик. Мы победители. Присоединяйся к нам. Какой дом Пик? Это Игра Престолов? А тут второй стул без точенных пик будет? Конечно. После того, как ГГшка отказала великой и ужасной главе студсовета, та жестко обиделась и решила по полной осадить Горемычную, натравив на нее того самого тиктокера. Как понимаете, здесь уже сюжет, в отличие от оригинала, вообще в другую сторону пошел. Потому что если в аниме главе студсовета до поры до времени глобально было насрать на новую ученицу, и Кирари вся такая просто ходила на фоне загадочная, наблюдала за ситуацией, то здесь Кира настоящий злодей-антагонист. Только тетрадки под рукой не хватает. Что касается подготовки перед игрой с ребенком ТикТока, там опять случился из ДВГ монтаж и заодно из ДВГ сюжет. Потому что каким-то чудом по итогам походу в библиотеку и изучения соцсетей Юмика с Майком умудрились нарыть тайну. Веган на самом деле раньше снимал ТикТоки про то, как правильно освежевать оленя. Казалось бы, при чем тут ногти? Кого? Какие ногти? Я понимаю, что вы вообще ничего не понимаете, но так и быть, объясню. Этот юный блогер был адаптацией Ицуки, которая по сюжету тупо купила место в студсовете. И там, в аниме, она жестко фанатела по ногтям, потому что все можно купить. И маникюр новый можно сделать, но сами ногти с корнем это, типа, самое дорогое. То есть тема ногтей как-то обыгрывалась. А внутри игры герои карты переворачивали, совпадения угадывали. И Ицуки угадывала постоянно, потому что карты крапленые прямо в закрытой колоде. Ведь их тоже купил отец на собственном печатном заводе. Но даже это, в конце концов, не помогло. Здесь же, в адаптации, даже игра была другая. Какой-то пульс мерили, BPM считали. У кого меньше, тот становится водящим. И надо было какие-то факты обличающие приводить, чтобы оппонент нервничал. И так до тех пор, пока сотня не наберется. Типа, перенервничал равно проиграл. Ну, я вам так скажу, в этой игре мне бы заведомо не было равных. Я бы больше всех очков набрал, всех победил. Собственно, если в адаптации насрали с наследством родителей, тогда зачем переняли прикол с ногтями, непонятно. В итоге, тиктокера выгнали из дома Пик, а ГГшка все никак с факультетом Хогвартса не определилась. Еще вот вам прикол чисто без контекста.
контекста. Райан целую серию боялся какого-то медведя, бегал от него по коридорам, а стоило просто вернуть сумку с фишками. Потом, если что, не объяснят, что это было, просто забудут. В принципе, я тоже, да, понимаю, вот этот сюжетный поворот, я тоже боюсь всех вот этих ростовых кукол, которые по улицам ходят, там зебры, животные, маши и медведи. Вообще ужас, блин, мрак, я бы им тоже все отдал. А ребят, обновленная информация. Тиктокера не просто выгнали, он реально сдох. Значит, самое время для следующей игры. Если помните, в аниме дальше как раз была русская рулетка с одноглазой шизанутой. Но в адаптации решили, что сегодня будут танцы. Да-да, правда, танцы. Вот они постояли, поиграли в Just Dance, и, прикиньте, Юмика проиграла. Получается, друзья, очередное отличие от оригинала. И теперь ГГшке нужно трениться, чтобы взять реванш. Вообще-то, я могу помочь. Я тоже охуел с того, что это, оказывается, еще и мюзикл. Вы спросите, а зачем был этот танец, если Горемычная все равно не научилась танцевать? Ну, как же? Авторам нужно было как-то ввести в курс дела вторую личность главного героя. А то Миша уже знает про кончину родителей ГГшки, а Райан как-то не в курсе. Но у него, представляете, тоже отец закончился. И танцы — это как раз наследство, оставленное родителями, которые сначала долго спорили, куда отдать сына, а потом решили, что лучше на танцы, чем в детдом. Как все это касается сюжета, прикиньте, напрямую. Сразу после реванша, в котором ГГшка, естественно, победила, подруга рассказала страшную тайну. Мол, ходит слух, что именно Райан загубил отца. Смешно, конечно, но еще смешнее то, как Горемычная поприветствовала отца своей соседки по комнате. Мужик приехал на концерт к дочери, а его ножницами по горлу. Нормально. Я вам даже сейчас объясню, почему так. Юмика прям ровно перед судьбоносной встречей обнаружила фотографию родителей в старом школьном альбоме. И рядом с ними как раз был знавший их человек, у которого, видимо, ничего не нужно спрашивать. Вот такая вот история. И если вы думаете, что полное изменение изначального аниме не идет адаптации на пользу, и русскую рулетку зря убрали, то знаете что? Мне не о чем с вами говорить. Вы реально не понимаете, насколько ультимативно шизовый этот сериал. Музыка особенно хороша. Саунд-дизайнеры прям постарались. Непонятно, кто разглядеть не могу, танцующий в темноте подвод из лав, имба. Но я знаю, как сделать эту сцену еще лучше. А он по жизни был замешан в темные дела. Он за большевые купюры получит сполна. Мелкие кражи и разборки с пушкой на виду. Был он задержан без мыслей, что угодит в тюрьму. После такой невероятной, насыщенной серии хочется просто сесть, знаете, и перейти в мой телеграм-канал. Ладно, если честно, резни с ножницами не было. Это Горемычная, она воображала себе лишнего. А так-то она тихая, мирная и не шебутная. А нет, извините, она вообще наглухо отбитая. Решила спаять TNT Майнкрафт Крипер и заложить мужику под кресло, чтобы его прям во время концерта деактивировала. К счастью, следующая сюжетная арка вообще не об этом. На повестке дня вопрос, станет ли Райан мужчиной. Так сказать, распустится ли цветочек. Школьнички уже даже ставки поставили всем классам. Но никто и представить не мог, что все подстроено, куплено. Мария за кулис манипулирует общественным мнением, чтобы сорвать банк. Люди его недооценивают. И знаю о нем такое, чего не видел никто. И о насколько большом агрегате идет речь? Большой член! И это, господа, самая политкорректная компания. К несчастью, Райан отказался от договорничка с Мари, потому что тогда подумает ГГшка, блин. Но ничего, 322 попытки на этом не заканчиваются. Подруга пошла просить подругу чисто по-дружески лечь в постель. А что Юмика? Она согласилась. А что Райан? Он опять отказался, потому что нужно только по любви, а не из-за денег. Да! После всего вышесказанного у вас явно остался вопрос, зачем же я все это рассказал. Ну, просто чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. О чем на самом деле снята адаптация и какие действительно важные проблемы в ней раскрываются. А не только гэмблинг, понимаете ли. Что до концерта, аплодисментов и других хлопков, Миша, конечно, сначала помог все устроить, но оказывается, сам же все отменил, чтобы не было беды. Получается, хорошо все то, что хорошо кончается. Горемычная не виновата ни в чьей гибели. Хотя в конечном итоге мужик с дочкой все равно сфидели. Еще одна машина сгорела. Виновата предположительно сестра Киры. Но тут все настолько в тайтле сложно и неоднозначно, что я не удивлюсь, если в конце окажется, что родители ГГшки живы и вообще все здоровы, а произошедшее один большой пранк над психикой зрителей. Это снова Уэнди с порцией позитива. Наконец-то настал день ежегодных войн домов. Мы в разных командах. Похоже на то.
Да, ребята, если вы вдруг пропустили, а вы пропустили, и я пропустил, вообще никто не знал, но ГГшка-то, оказывается, вступила в Дом червей. Рассказываю правила игры. 4 дома пытаются отжать друг у друга флаг, расположенный на всем известной базе. Но вместо честной битвы на ножах на шарте, здесь у каждого игрока есть карта. И все, кроме туза с двойкой, бьют друг друга по старшинству. Соответственно, проигравший обязан уступить дорогу победителю, даже если придется отдать флаг. Собственно, после обозначения правил, все персонажи просто бегают туда-сюда друг за другом на протяжении целой серии. Но есть нюанс. Оказывается, так тоже можно было. Поэтому ГГшка с командой всех победили через интеллект, немного силу и еще раз интеллект. Какая же Кира оказалась предсказуемая, выменила себе туза, чтобы точно не проиграть, и проиграла двойки по тому самому исключительному правилу. Получается, ура, победа червей. Призом оказался целый сундук изюма в шоколаде. Жаль, не курочки из KFC. Впрочем, был у случившегося и другой смысл. Юмика нужно было обязательно посетить кабинет студсовета, ведь там должен быть какой-то отдельный тайный архив с секретами, исходя из которых получается, что тот мужичок просто знал родителей ГГшки, а в тайном школьном клубе не состоял. И, соответственно, в их кончине не виноват, а горемычная хотела избавиться от невиновного. Эх, как же могло неудобно получиться. Какова мораль сей басни? А нет ее. Просто говно какое-то. На месте потоптались, к самому началу повествования вернулись. ГГшка снова ничего не знает о виновных, но ищет, кому бы отомстить. А, ну точно, еще был мощнейший философский пазл, который Юмика в первый день школы подарила Кире. А решением было... нужно просто сломать головоломку. Типа, понимаете, в настоящем реальном мире не все так просто. И не у каждой задачи есть решение. Нужно ломать границы, стереотипы, рамки. Ну, я так понял, Netflix с этим хотел сказать, что делать говно — это такой нестереотипный путь. Тяжелый, но зато по-своему, не как у всех. Вот. Тем временем в аниме планируется новый школьный прикол. В этот раз пришло время для танцев. Да-да, опять танцы. Но теперь уже для всех. Будет так называемый бал. В целом вообще ничего нового бы не произошло, если в какой-то момент не выяснилось, что тиктокер оказывается жив. Он вернулся, чтобы доказать всем, кто здесь настоящий веган, а кто просто раньше с бутафорскими оленями видео делал. Все поверили, все обрадовались. А Юмика с Райаном, которые планировали стать королем и королевой бала, теперь вынуждены раз на раз выйти за единственную корону. Ну вот, как-то так все резко развернулось с возвращением одного персонажа. А вы, наверное, и не знали, что он был ключевым, а оно вон как оказалось. И тут, представляете, герой главный крутой проявил выдержку, мужество, стойкость и победил женщину в карты. Да, молодец, крутой. ГГшка теперь собачка по местным правилам. Что насчет других друзей, про которых все забыли? Там на самом деле у них свои любовные ветки развиваются. У Мари с сестрой Киры в маске, у Миши с шизой одноглазой. Но я все это скипнул. Меня как-то не радует, что тайтл про игры превратился в сериал про подростков для девочек-подростков. К счастью, еще не все потеряно. Сериал может реабилитироваться, ведь в студсовете решили вернуть старую школьную традицию и устроить игры с питомцами, где каждый может отыграться из минуса. Ладно. Вру, все потеряно. Вместо азартных игр авторы бахнули целый эпизод голодных игр. Челы буквально бегают с реальными арбалетами, болты которых человека не на жизнь простреливают. Вы прикиньте, если чья-нибудь детинушка сдохнет во время этих самых голодных игр. Какие разбирательства начнутся в школе. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Райан таки смог отговорить Юмика от попыток забрать призовое яйцо с видного места. А то, мало ли, ГГшку бы стрелой продырявило. Неприятно бы получилось. С другой стороны, в то же самое время, где-то не в лесу, а в школе, Миша по поручению ГГшки искал инфу в совершенно случайно обнаруженной тайной библиотеке для питомцев. Там, конечно, тоже тот еще бэд-трип был добраться до этого места. И целого персонажа нового добавили, но кому уже не похуй, правда? Так вот, вторая личность главного героя, оказывается, тварь. Подчистил за отцом все следы, забрав единственную указывающую на него фотографию. А ведь, оказывается, как раз отца в школе звали
другим именем. Тем самым, которое ищет горемычная. Жесть. Правда, имя это, как обычно, ни на что конкретное может не указывать, и никто, вероятно, не виноват, но кому какое дело. Напомню, изначально вообще концепция задумки всей этой школы с играми в том, что ученики должны быть не только азартными, но и умными. Иначе как карты считать и ставки выигрывать? Ну, то есть главный герой настолько умный, что даже рамку с разбитым стеклом за собой убрать не додумался. Думайте. Между тем, приблизился конец семестра. И ну вы представляете, это оказывается еще одна возможность отыграться из нулевого нуля и отрицательного минуса. Ведь почему-то именно сегодня все без проблем играют против питомцев. Одним словом, повезло. Даже больше скажу. Ребятки нашли тайный проход в старое убежище того самого клуба тех самых учеников, в котором состояли родители горемычной. А в секретной комнате столько новых игр, которые еще никто раньше не видел, не играл. И ну естественно всей школе стало так сильно интересно, что ж там происходит. И у горемычной тут же появились соперники, чтобы отыграться. В какие кто игры играл, никто, конечно, не покажет и не расскажет, ведь сериал, вы помните, совсем о другом. Вот вам как раз другое. Юмика узнала, что друг ее все время обманывал, потому что Одноглазая случайно заметила на коллективном фото того самого отца. Какая жалость, неудобно получилось. Теперь у Миши общая с Кирой проблема. А это значит, пора отключить по всей школе электричество, чтобы ни в коем случае не произошло ничего плохого. Из плохого у какого-то рандома из студсовета очень сюжетно удобно оказалась фотографическая память на рейтинг учеников, и все игры продолжились без света. А Мишу от медведь. Но еще горемычная с подругой на пальце с гильотиной по разам сыграли. И Мари выиграла. И прикиньте, Юмика тоже выиграла. Ведь когда-то там заранее оформила ставочку на 100 к 1, что к концу семестра подруга снова займет место в студсовете. А это значит, теперь ГГшка тоже в студсовете. То есть она стала на шаг ближе к мсте, и дальше только летняя практика. Короче, Мише пора волноваться за благополучие отца. Эту маньячку ничего не остановит. Ей не нужны никакие доказательства, только кровь и резня. Блин. Я ее остановил. Теперь надо остановить ее снова. Позвони папе и скажи, чтобы он туда не приходил. Ага, типа он меня послушает. Ну, то есть он даже не пытался объяснить бате ситуацию. Типа, так и так, перевелась к нам в школу наглухо отбитая, едет тебя крошить. Беги. Впрочем, он потом таки попытается объяснить отцу, что есть некая опасность. Проблема. И это из-за каких-то там джабами. Но что-то категорически мешало Михаилу сказать о том, что их дочь находится прямо здесь. И именно она угрожает жизни и здоровью. А у отца, походу, тоже шариков за роликов не хватает, раз у него ни единая извилина в голове не щелкнула с вопросом: а откуда же сынуля знает про каких-то там поделенных японцев? Ну, ничего, у Миши еще осталась последняя попытка. Может, все-таки получится вразумить горемычную. Мало ли, вдруг это реально. Но незадолго до той самой попытки уже случилась точка невозврата. Отец Киры во всеуслышание заявил, что этот самый тост и этот самый бокал хочется поднять за джабами. Тех друзей, которым все обязаны за свое богатство. Но дружба дружбой, а сворачивать ни на ту дорогу не стоило. Кстати, стакан подозрительно похож на тот, в который горемычная добавила яд, а потом случайно потеряла из виду. Нет, стой, Майкл, ты не понимаешь. Может, твой отец и убил их, но замешаны были все в гребаном клубе Хагикуруи. Теперь ты хочешь убить всех родителей? Они все виновны. Вы знаете, вначале я еще хотел отнести ее гипертрофированную мотивацию к плюсам, потому что в сравнении с аниме персонаж хотя бы не просто плывет по течению, а движется к какой-то цели. Но после такого вот эту главную героиню я бы лично в дурку сдал. На ее фоне анимешная Юмика еще на самом деле адекватный нормальный человек. Не верите? Тогда вот вам еще один показательный пример. Стакан тот самый. Нашелся. И нашла его Кира. И она вообще все поняла. И кто кому мать, и кто кому отец, и про месть, и вообще жесть. Выпей, или я все расскажу отцу. Да, друзья, она совсем офонаревшая. Вообще ноль инстинктов самосохранения, готова на все, лишь бы еще больше народу положить. Как говорится, дышишь — виновен. Ну, после такого можно и сыграть. Ставка, конечно же, будет противоядие. И они реально сели за стол с блэкджеком. Правда, победил в итоге дилер. Поэтому флакон с жизнью достался обеим подругам. Но это не главное. Важно то, что Юмика с Кирой по итогу помирились, подружились.
и сошлись на том, что нужно как-то насолить всем взрослым. С Горемычной-то понятно, а почему вторая-то на отца разозлилась, вы не знаете. А вот представьте, главной главой, связующим звеном между школой и взрослыми, назначили сестру в маске. Неприятно, обидно. Но что хуже, и это еще не финал, потому как под конец вечеринки ГГшка таки заколола Митькиного батю. Жалко. И знаете, что он сказал перед кончиной? Она пережила взрыв и залегла на дно. Да-да, то есть мать Горемычной оказалась жива. Я был прав с самого начала. А еще причина, по которой друзья вообще ополчились на родителей: японцы много миллионов денег себе на криптокошелек и код доступа спрятали. Собственно, счастливая фишка с зеркалом, которая так дорога Юмика, оказалась реально дорогой. Все. Нет, ладно, не совсем все. Потому что ГГшка с ГГ уезжают в закат. И по итогу никто не знает, кто виновен в случившемся. Кроме сына, конечно. Миша все понял. Миша молодец. Миша крутой, да. Вот теперь точно все. Надеюсь, второй сезон, за делом на который был финал, никогда не выйдет. А анимешное подразделение Netflix после случившегося станет банкротом. Это было ужасно. Это было отвратительно. Честно говоря, жаль потраченного на просмотр дня жизни. Хотя поначалу вроде бы даже забавно было, ну, что-то поменяли, героев добавили. Попытались разнообразить постоянный гэмблинг чем-то еще. Но по итогу, уже где-то на середине, от того, что история превращается в постоянную беготню и обсуждение всего биопроблемного, но лишь бы не игр, стало душить настолько, мне даже кондиционер не помог. То есть вы прикиньте, насколько Netflix рекордсмены. Многомиллиардная корпорация не смогла переплюнуть первоначальное аниме, вообще вся суть которого заключалась лишь в двух рабочих элементах. Это фан-сервис и игры. Собственно, изначальную концепцию с играми вообще просрали куда-то. Во что играют? Ни во что. За весь тайтл можно насчитать пару карточных раздач, одну игру с гильотиной и пальцами, а остальное либо не игра вовсе, либо какая-то пародия на сериалы про выживание подростков в дикой среде. Ну а на этой территории авторы сразу видно никогда не бывали, не выживали, вот у них ничего и не получилось, но я пытаюсь выжить уже много лет и по-настоящему знаю, что это такое, так что подписывайтесь на Бусти, там уже вышел обзор на мою первую некруху. Скоро будет и на вторую, если я ее, конечно, починю. Дайте денег на привод, дайте денег на привод, дайте денег на привод. Вот эти джентльмены уже солидно пополнили кассу. Типичный статист Максим Акимов, Иван Суханкин, Доминатрикс. Пока!